В день похорон Алексея Навального мы в очередной раз наблюдали суету провластных ботов и провокаторов. С одной стороны, в очереди на похоронах появились специально подготовленные люди, которые предлагали гражданам пойти на Кремль и пытались провоцировать беспорядки. Их особенные отношения с полицией, которая позволяла им проходить туда, куда закрывался проход остальным, раскрывали всю схему нехитрой провокации. В это же время другие специальные люди написали множество постов и комментариев, сокрушаясь, что вот, мол, и настал конец оппозиции. Телеграм-канал «Агентство новости» сообщил, что это была целенаправленная атака ботов. Очевидно, целью провокаторов в толпе было показать: люди, пришедшие на похороны, такие опасные радикалы, которым сам черт не брат, и на уме у них устроить беспорядки и раскачать лодку. Атака ботов должна была убедить нас с вами, что мы ничего не можем изменить, что большинство россиян нас не поддерживают, а кто поддерживал, убедился, что все безнадежно. Так вот, это все неправда. Всем очевидно, что наше движение, наш антивоенный и антипутинский протест мирный и массовый. Нас поддерживает очень много людей, и это люди, которые не поддаются на провокации, которые настаивают на своем праве собираться мирно и без оружия и пользуются для этого всеми возможностями. Они уже который день возлагают цветы, чтобы почтить память Алексея Навального. Они же стояли в очередях, чтобы отдать подпись за Бориса Надеждина. Давайте посмотрим на ситуацию объективно. Эта зима изменила две важные вещи. Во-первых, граждане других стран, их правительства и СМИ во всем мире увидели, что российское общество не единый монолит, сплоченный вокруг Путина. Наоборот, теперь очевидно, как много россиян против войны, как они хотят возврата к нормальной жизни и выступают за это даже в условиях диктатуры, под страхом репрессий. Это очень важный сдвиг, ведь теперь все утверждения оппозиции о том, что таких как мы много, получили реальное подтверждение. А во-вторых, политологи начали говорить, что у граждан России меняется восприятие власти и оппозиции. Россияне раз за разом убеждаются, что государственные мужи выглядят как бандиты, маргиналы и опасные психи, то есть максимально не похожи на власть, на начальство. На этом безрыбье граждане начинают оглядываться на оппозицию и обнаруживают, что в ней вовсе не революционные матросы, предлагающие всех порезать да покласть, а нормальные современные политики, которые говорят разумные вещи. Что их сторонники – люди, которые не хотят никаких безумств, а хотят возврата к норме. Оппозиция отвечает на запросы граждан, она соответствует времени и обществу, а власть все больше выглядит несолидной и даже какой-то экстремистской. Мы уже много раз обсуждали такую тонкую материю, как легитимность. Как она работает и откуда берется. Так вот, один из аспектов легитимности – это образ власти. Руководство страны должно устраивать граждан или хотя бы своими действиями не вызывать явного протеста. Власть должна передаваться понятным и приемлемым способом. Хоть наследственным, хоть жребием, хоть выборами. И власть должна выглядеть похожей на власть. Это значит выглядеть сильной, приличной и серьезной. Если ты вождь племени, у тебя должны быть самые длинные перья в прическе и копье из железа, а не из рыбьей кости, раз уж настал железный век. Если ты император, лишь ты можешь носить пурпур, чтобы остальные видели, как ты крут. Если ты король Франции, будь добр, построй Версаль и разбей сады, чтобы любой гость сходу ощутил твое величие. Ну и по мелочи. Державой не стоит играть в боулинг, а скипетром ковырять в носу. Конечно, бывают эксцентричные правители. Иной может выходить к публике с бензопилой или назначить коня сенатором. Но такого правителя в любом случае страхует государственный аппарат. Его министры и советники обычно выглядят вменяемыми и адекватными. В целом, у граждан не должно быть ощущения, что вся система пошла в разнос. Государство не должно перманентно шокировать граждан и своими решениями вызывать испанский стыд. До поры до времени, еще в нулевые, Путин отвечал запросу на серьезность и респектабельность. Компетентный, немногословный, трезвый. Сидит сам, на вопросы отвечает без бумажки, цифры помнит. Президент без кринжа. А вокруг него хозяйственники крепкие, технократы молодые, политтехнологи, профессионалы. Ну да, скучновато, может, все на одно лицо, но такая упаковка ассоциировалась со стабильностью, и гражданам это нравилось. Особенно в сравнении с образом оппозиции, который для людей рисовала пропаганда.
Оппозицию называли демшизою или берастами. Вызывали в памяти старые байки про революцию. Мол, если, не дай бог, эти придут к власти, сразу же перевешивают всех на столбах. Вот сколько будет столбов в наличии, столько их и повесят. А кому не хватило столба, тем поменяют пол на противоположный. Странные непонятные люди эта оппозиция. Ходят, кричат, протестуют. Не солидно все это. Ну куда им страной руководить? Но постепенно это представление о благопристойной власти и полумаргинальной оппозиции начало меняться. Сначала в него не вписывались сущие мелочи. То президент пошутит насчет бабушки и дедушки, то лента с презервативами перепутает, то кошачью задницу вдруг нарисует. Но в целом система компенсировала репутационный ущерб. Люди продолжали считать власть сильной, крутой и солидной. Потом ФБК и Навальный вытащили в паблик виноградники, дворцы, домики для уточек и золотые ёршики. Не то чтобы эти расследования кому-то открыли глаза. Граждане России и так знали, что чиновники воруют в макроэкономических масштабах. Зато показали этих чиновников смешными и жалкими. Ради чего им была ядерная кнопка, кольцо всевластия и доступ к почти бесконечным ресурсам нашей страны? Ради аквадискотеки и золотого унитаза, который даже не покажешь никому. За 2 года войны власти доломали свою респектабельность. Помните утверждение, мол, захватить Украину вообще не проблема? Распорядок дня десантников утвержден от подъема в 6 утра до концерта Газманова на Крещатике в 6 вечера. На деле же оказалось, что если снять понты, то одни шнурки останутся. За время войны на образ руководства России влияли и военные неудачи, и путанные объяснения причин полномасштабного вторжения. Весь этот обоснуй про третий туалет и родословную Рюрика. Отдельно по имиджу высшего начальства ударила мобилизация. Своего добавили прилеты дронов и новости о гибели мирных жителей. Буквально на днях Такер Карлсон, с чьим интервью так носилась пропаганда, вдруг сообщил публике, что никогда не слышал ничего глупее, чем объяснение Путина про денацификацию. С сольными номерами выступают то Захарова, которая рассказывает, что российская армия воюет в Украине за свободу Африки, то Медведев с Иблисом и хрюкающими подсвинками, то Патрушев чуть ли не с рептилоидами. О солидности тут речи уже не идет. Они маргиналы, отвратительные и опасные, конечно, но, что важнее, нелепые, карикатурные и смешные. В то же время образ тех, кого раньше называли несистемной оппозицией, перестает зависеть от пропагандистских штампов. Сейчас почти каждый политик, журналист или СМИ, или иностранный агент, или нежелательная организация, или вовсе под уголовкой. У некоторых даже приговор имеется. Ну и какое впечатление эти факты производят на россиян? Большинство-то прекрасно понимает, что навешивание дискриминационных статусов на кого ни попадя – это политическое решение. Люди вообще не очень верят официальной версии, мол, протесты или антивоенные настроения обязательно инспирированы коварным Западом. Это даже по опросам видно. А чиновники еще и добавляют сомнений, включая в свою шоу-программу репризы типа «Беспорядки в Баймаке, срежиссированные из-за рубежа». Поверить в такую въедливость всемогущей мировой закулисы, которая добралась аж до башкирских степей, уж совсем невозможно. Так что и прочие утверждения, что кому-то там прислали денег и печенек, перестают выглядеть достоверными. И как раз сегодня все больше граждан России, которые раньше были вне политики, начинают интересоваться происходящим в стране. Так происходит потому, что в обществе все больше неудовлетворенных запросов. Жены и матери мобилизованных требуют вернуть своих близких домой. Регионы хотят нормальной федерализации, и все хотят, чтобы закончилась война и началась нормальная жизнь. Люди начинают обращать внимание на те оппозиционные демократические силы, которые требуют того же самого. И видят не оголтелых революционеров, а адекватных политиков, которые говорят адекватные вещи. Не призывают никого вешать или расстреливать, брать Кремль, Телеграф или Арсенал. Не планируют разваливать страну и не хотят гражданской войны. Они, то есть мы, получается, разумные мирные люди, которые любят свою страну и хотят, чтобы она жила хорошо. Считается, что оппозиция, у которой полностью перекрыты возможности бороться за власть, неизбежно радикализируется. Что когда государство разгоняет мирных активистов, остаются лишь люди, готовые брать на себя повышенные риски. Например, риск, что тебя задержат и забьют на акции, а то и посадят. А из этой точки полшага до диверсий и терактов. Но с российской оппозицией ничего подобного не произошло. Нет никаких революционно-террористических ячеек ФБК. Или, например, боевого крыла сторонников Максима Каца. В нашей аудитории нет дискуссии, как сподручнее сделать наган с помощью гвоздодера и напильника.
или чатов с обсуждением, чем лучше перемешивать коктейль Молотова – жимолостью или повеликой. Мы выдвигаем законные требования, которые поддерживает большинство граждан нашей страны. Мы хотим мира, восстановления нормальных отношений со всеми странами и отмены санкций. Мы хотим честных выборов, и мы пытались в них участвовать, пока была хоть какая-то возможность. Мы понимаем важность общественной дискуссии и ведем ее прямо сейчас. Вся политика в сегодняшней России сосредоточена не вокруг ЦИКа и 4 унылых кандидатов в бюллетене. Там нет никакой жизни, там давно уже плесень и липовый мед. Российская политика сейчас – это мы с вами, и на дискуссию, и на политические действия способны только мы. У оппозиции в России мало формальной легитимности. Чтобы ее получить, надо кого-то представлять официально, то есть выиграть какие-то выборы. Но сейчас это сделать невозможно. Однако у нас много сторонников, реальных людей, на чьи запросы мы отвечаем, которые разделяют наши идеи. И этих людей видно. Эти люди стояли в очередях за Надеждина, они продолжают цветы нести на могилу Алексея Навального. Они поддерживают нас, донатят на работу наших каналов, отзываются на наши предложения политических действий. А знаете, у кого в России по-настоящему мало легитимности? У президента. И предстоящая электоральная процедура эту проблему не решит. Граждане видят, что серьезных соперников Владимира Путина даже не допустили в бюллетень. И всем понятно почему. Когда ты нелеп и жалок, когда тебе настолько нечего предложить избирателям, лучше не появляться на фоне нормальных кандидатов. Вот и получается, что теперь образ власти – это образ экстремиста. Даже в какой-то степени карикатурного экстремиста. У него сорвало резьбу. Он готов устроить и устроил кровопролитие. Он заводит себе ручного Пригожина, выращивает из него серийного убийцу и выпускает на волю, а потом из телевизора озвучивает идею хотя бы уничтожить 20% граждан России. Он плюет на законы, не просчитывает последствия своих действий, не принимает в расчет интересы общества. В то же время оппозиционеры выглядят как ответственные и ни разу не радикальные спикеры, которые выступают за законность и за возврат к норме. И это не просто вопросы имиджа. Какими бы конформистами ни были люди, им сложно долго поддерживать настолько гнусных персонажей, присосавшихся к власти. Персонажей, от которых хочется отойти подальше и твердо сказать, если спросят: «Я вообще не с ними, я их впервые вижу». Наша страна сейчас находится в политическом тупике. Результаты опросов показывают, что граждане чувствуют неудовлетворенность положением вещей и властью, которая это положение генерирует. При этом любые политические изменения заблокированы. Война продолжается, люди гибнут, политзаключенные остаются в тюрьмах. Оппозиция недостаточно сильна, чтобы прекратить это все прямо сейчас. У нас нет ни политического, ни силового ресурса, чтобы просто принять решение и остановить бессмысленное кровопролитие, заставить государство работать на своих граждан, а не на реализацию безумных политических амбиций руководства. Но у нас есть кое-что, что может быстро перевернуть все, когда момент придет. У нас есть репутация, доверие аудитории. Причем доверие это основывается не на том, что мы начальство, а на либеральной идеологии и на убеждениях. Как ни странно, ни у кого в стране, кроме нас, этого нет. Как мы видели по бунту Пригожина, гражданам все равно, кто правит в их городе, Путин или Пригожин. Жители Ростова-на-Дону были совершенно не против, что в их городе сменилась власть. Все наблюдали за этим, как за футбольным матчем. Потому что у Владимира Путина нет ни репутации, ни идеологических сторонников. Потому что у него и его системы нет никакой идеологии. Люди готовы его просто терпеть, потому что не имеют инструментов от него избавиться. И все. Вот и весь его секрет. Телевизор смотрят потому, что нет никакой альтернативы. А наши каналы люди смотрят потому, что выбирают это делать добровольно. И не просто смотрят, а еще и финансируют, поддерживают. В нашей политической системе доверие – это очень редкий ресурс и существующий только у нас. Сейчас, когда балом правят люди с дубинками и с автоматами, это не имеет прямо огромного политического значения. Но так будет не всегда. Мы не будем поддаваться на разводки ботов и провокаторов. Не будем распространять ненависть. Не позволим обесценить то, что мы, российская оппозиция в самом широком смысле, делали и продолжаем делать. Многие из нас вынуждены были временно уехать из России. Но остались наработанные компетенции, остались связи между нами, остались наши принципы. Мы по-прежнему умеем мирно и последовательно настаивать на своем.
И все это нам рано или поздно обязательно пригодится. Мы продолжаем нашу работу. До завтра.